Приветствую, друзья! Вы находитесь на канале Дурной Том. Я нахожусь в самом центре столицы Латвии, город Рига. За мной одно из самых туристических мест Риги. А с другой стороны у нас старый город. Я сейчас туда отправлюсь, немножко покажу старый город. Но у меня нет много времени, потому что я тороплюсь на интервью. Меня пригласили на радио, я сейчас дам интервью. После этого мы едем на студию к моему другу. И после этого я еду сразу напрямую на трассу. А сейчас я иду на радио, потому что меня ждет интервью по поводу моего прошлого путешествия. И сейчас я вам покажу само радио и вообще, как это все происходит. Старый город, кстати, довольно маленький, его можно обойти, наверное, за полчаса. Но у меня все мысли сейчас только о предстоящем интервью, потому что я ни разу в жизни не давал интервью, и немножко тревожно, потому что я даже не представляю, что люди могут спрашивать, потому что можно загнать любого человека в угол. Но я все равно покажу несколько очень милых улиц старого города. И, кстати, Риге более чем 800 лет, то есть это очень старый город. А давайте пройдемся по одной из таких улиц. Старый город у меня там за спиной, а радио как раз таки прямо передо мной. То есть буквально идти, наверное, минуты 2. Ну вот, я пришел, только, к сожалению, двери закрыты. Я сейчас позвоню и, надеюсь, мне откроют. Осталось меньше 5 минут, у меня в 9 часов интервью. А я еще здесь стою. То есть мои вещи здесь, и двери закрыты. Мне написали, что через пару минут уже будут. Но я хотел поставить еще свои камеры, чтобы заснять и показать вам тоже, как происходит интервью. Потому что это мой первый опыт, я немножко нервничаю. Я даже вообще не представляю, какие вопросы мне будут задавать, но надеюсь, что все пройдет отлично. Внимание, внимание! Исторический момент. В нашей студии практически начинается новое путешествие. Дурной Том, здравствуйте! Всем привет, приветствую вас во вторник. Довольно тяжелый день, кстати. Как Пора пришла заново идея привыкать. отправиться в путешествие? Потому что, как нам рассказывали, просто отправиться куда-то далеко-далеко, ткнул пальцем на То есть карте. вот решил человек, сидя в Риге, доехать до Австралии. Это было все на самом деле спонтанно, потому что я познакомился с некоторыми путешественниками, которые меня вдохновили на то, чтобы вот собрать вещи и отправиться вот в далекие страны, экзотику, посмотреть как что-то точнее посмотреть то, что не видел. Что-что? Это же безумно дорого. Вот, в том-то и дело, что мне показали на своем примере, как можно путешествовать, имея буквально вот 5 евро в кармане. Я не мог в это поверить, поэтому я решил, надо попробовать самому, потому что пока сам не попробуешь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В моем случае лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Ну, реально, вот как это все происходит? То есть, как это работает? 5 евро в кармане, и что дальше? Вот где остановиться на ночлег? Как найти еду? Ну, и вообще просто передвигаться. Как вообще, где брать деньги? Да, я понимаю ваш вопрос, потому что многие спрашивают то же самое, но вот я на своем примере показываю, как это делать, потому что для этого я снимаю свой YouTube-канал, чтобы показать людям, поделиться вот такой информацией, как можно путешествовать, не имея даже 1000 евро, даже не имея 100 евро, можно отправиться вот. А возвращаясь к тому вопросу, спросили, почему Австралия. Получилось так, что я посмотрел, какая самая дальняя точка вот у нас вот здесь Латвия, здесь Австралия, и куда можно доехать вообще как можно дальше. И самая дальняя точка у меня получилась Сингапур. А от Сингапура есть еще другие возможности, помимо вот я ездил автостопом, но есть и другие возможности, как можно путешествовать. Это Лодкостопом. В Сингапуре автостоп заканчивается в силу географических причин, Именно дальше так, море. да. Нет, там дальше лодкостоп. Вот именно. Подвезете. И я взял с собой 5 евро, немножко еды с собой, какие-то вещи, спальники и так далее. Оставаться на ночь, путешествие и все остальное, это такое вот приключение, когда ты не знаешь, как закончится твой сегодняшний день. То есть ты отправляешься в путь, и ты не знаешь даже буквально, что будет через час. Возможно, ты будешь стоять также на трассе, возможно, через пару часов ты уже будешь в соседнем городе радостно, и тебя примут какие-то люди с улицы даже, как у меня. Как удавалось снимать? То есть вот был ли опыт вообще съемок для того, чтобы потом снять, смонтировать, что снимать, каким образом снимать, с руки, со штатива, как это все происходило? Это был мой первый опыт вообще держать, так скажем, камеру в руках именно для съемки самого себя, потому что я не снимаю даже селфи,
у меня нет каких-то социальных сетей, в которые я выкладываю каждый день, поэтому это был довольно такой тяжелый опыт для меня поначалу, потому что я не знал, что хочет увидеть телезритель. Я имею в виду зритель, что хочет увидеть, что он хочет услышать, поэтому мне надо было самому обучаться, понимать вообще, что у меня получается, поэтому я периодически пересматривал свой отснятый материал для того, чтобы понять. Я снимал телефонами, у меня было 2 телефона, но, к сожалению, я немножко не подумал на будущее, что рано или поздно память начнет заканчиваться, поэтому часть моего путешествия, к сожалению, пропала, и мне пришлось накладывать голос поверх видео, и для того, чтобы получился хоть какой-то вот такой консистентный, наверное, вот какой-то вот материал. Ну, а как вот с 2 рук снимать вообще, с двух точек? Что, как придумать, что снимать, что будет интересно зрителю? В основном съемка идет с одного телефона, потому что обычно во второй руке находится что-то другое, допустим, бутылка воды или там сумка или еще что-нибудь. А что снимать? Я снимаю лишь то, что мне интересно самому, потому что мне нравится изучать мир, мне нравится смотреть на новые вещи. Я хочу поделиться тем же самым со своим зрителем, показать что-то новенькое, что нельзя увидеть, сидя дома. В повседневной жизни, вот у нас у каждого своя рутина, и мы не знаем, что находится за пределами нашей рутины. Поэтому все, что новое, все, что интересное, я с удовольствием показываю. И вот новое путешествие, которое начинается прямо сегодня, прямо из студии «Радио Балкон», куда? Да, конечная цель. У меня с собой рюкзак, я собрал какие-то необходимые вещи, учитывая свой предыдущий опыт, и сейчас я отправляюсь в Литву. У меня уже есть знакомые, которые меня там будут принимать несколько дней, после этого в Польшу, у меня тоже есть там уже знакомые. После этого я еду в Вену, а дальше у меня есть несколько вариантов, куда отправляться. Либо я еду на восток, либо на запад. И если я еду на запад, то это Португалия, Испания, и, возможно, даже вернусь в сторону, точнее, я опущусь до Африки, и через Африку проеду, по Северной Африке проеду в сторону, получается, Афганистана. Либо через Турцию в сторону Афганистана. Но нюанс в том, что визы довольно дорогие, поэтому я пока еще не знаю, смогу ли я себе позволить такое путешествие именно за счет цены виз. Насколько, ну вот мы все время слышим, что добрые люди подобрали, обогрели. Насколько мир вот является опасным или безопасным местом, насколько дружелюбные вот люди, нет ли такого негативного опыта, наоборот, вот что-то, каких-то опасных вещей, что лучше не делать и куда лучше не соваться? Лучше не соваться туда, чего не знаешь, лучше не говорить то, что не знаешь, лучше не трогать то, что не знаешь, но очень много хороших людей, добрых, которые сами ищут контакт с тобой, пытаются с тобой подружиться, познакомиться, спрашивают. Поэтому не стоит бояться отправляться куда-то в путешествие за вот какими-то приключениями, потому что они сами тебя найдут. Кстати, а что касается YouTube-канала, какой-то монетизации, это все возможно? Есть определенный интерес к каналу? На данный момент у меня порядка 50 подписчиков всего лишь. Я его не раскручиваю даже среди своих друзей, потому что я хочу, чтобы канал был интересен именно тем, кто интересуется тематикой путешествия, а не просто впихнуть, кто поставит лайк и скажет: ну хорошо, я потом посмотрю. С одной стороны, хотелось бы, конечно, иметь какое-то количество подписчиков, которых я бы мог бы вдохновить на что-то большее, во-первых, открыть им глаза на мир, точнее, на какую-то на часть мира, и, наверное, как-то вдохновить, может быть, на такое же путешествие. Мне кажется, это было бы классно, если бы кто-нибудь из моих зрителей отправился бы в похожее путешествие, хотя бы даже для начала там на пару дней. Что больше всего подписываемся, удивило? Подписываемся. YouTube, Дурной Том. Что больше всего удивило вот во время этих путешествий? Было ли что-то такое, что вот, стало полной неожиданностью, интересно? Неожиданностью сложно сказать, но меня удивила вообще доброта людей. Я честно, были такие моменты, когда я просто практически до слез, когда мне люди помогали, и мне помогали настолько, что мне пришлось отказываться, и это было не один раз, такие случаи у меня были периодически. Я отказывался, и мне помогали, мне предлагали, и люди откладывали даже свои планы для того, чтобы, допустим, отвезти меня из одного города в другой. И, честно говоря, когда ты просто турист в чужой стране, ты не имеешь никаких прав, и тут люди идут тебе настолько навстречу, что это тронуло меня просто за душу, потому что я не ожидал, что есть настолько добрые, отзывчивые люди. Это было очень приятно. Что с собой нужно брать? Что должно быть в рюкзаке у человека, который отправляется в такого рода путешествия?
В первую очередь, мне кажется, что нужно избавиться от этой привычной зоны комфорта, потому что каждого из нас окружает зона комфорта, мы привыкаем к определенным вещам, но, к сожалению, мы взять все с собой не можем, поэтому нужно брать самое-самое-самое необходимое. И в моем случае это спальный мешок, это какая-то, допустим, одежда, которую я могу поменять, это майки, байка, верхняя одежда у нас надета, а то, что у нас в рюкзаке, это, допустим, в основном это связанное со съемкой, это телефоны, ноутбук, зарядки, провода и какое-то количество еды буквально у меня это на там орешки, но здесь путешествуя по Европе в любой момент можно зайти в магазин и купить. То есть самое необходимое. И самое главное это термобелье, которое спасает даже в теплых странах, экзотических, в субтропиках и порой даже в тропиках термобелье это просто must have. А что касается таких каких-то... Кружки, фляжки, Ну, например. не то, что кружки, Ножик. фляжки, то, что больше всего износится. Носки, обувь, в конце концов. Обувь у меня только та, которая у меня на ногах. Одна пара. Да, на данный момент это одна пара. Когда я отправляюсь уже куда-то южнее, я стараюсь периодически либо иметь еще одну пару, допустим, каких-то босоножек или какой-то легкой обуви, которую я могу менять день через день, либо вообще ходить только в легкой, легко проветриваемой обуви, чтобы, ну, сами понимаете. Что касается ножей, вилок, ложек и так далее, у меня только одна металлическая кружка, в которую я могу разогреть еду на костре, точнее, либо приготовить, либо разогреть. То, чем я стараюсь, точнее, я хочу заняться где-нибудь, когда уже отправлюсь немножко южнее, я буду жить по-дикому хотя бы пару дней и попробовать приготовить что-то вот на кухне. Что касается ножей, их опасно брать, потому что на границе их могут отобрать, и могут даже быть проблемы, как у меня было в Китае, когда я пересекал границу с Китаем. К сожалению, я не изучил правила ввоза, и у меня половину вещей мы их просто отобрали. И причем не объясняя причину, мне просто говорят, к сожалению, мы не можем вас пропустить, забирают часть вещей, поэтому нужно рассчитывать немножко наперед. Вы упомянули зону комфорта и выход из нее. Что касается элементарной гигиены, тот же самый душ, помыться где зимой? Это все зависит от того, в какой стране я нахожусь, потому что сейчас я стараюсь планировать свой путь так, чтобы не остаться посреди трассы, не остаться где-то вот в подъезде. Ну, то есть один день мы можем пережить и без душа, и, ну, в принципе, даже и зубы почистить можно просто намазать зубную пасту на зубную щетку, почистить и купить где-то бутылочку воды и почистить зубы. То есть это самый простой уход. Ну, прекрасно, смотрите, вскрыли всемирный заговор. Что же, пора в путь. Спасибо. Пора в Спасибо. путь, пусть он будет легким, интересным, яркие впечатления тоже. Остаемся на связи. Да, спасибо большое. Интервью уже прошло, но получается, я только зашел сюда, мне сразу кинули сумку, свои телефоны я оставил уже в студии, поэтому не смог ничего записывать. Сейчас я тоже не хочу сильно шуметь, потому что идет запись. Ну вот, и получается, что я хотел только сделать, показать, как выглядит студия. Подошел вот мой друг Капац, и это как раз-таки мой хороший товарищ, который пригласил сюда на интервью. И, ну, мы сейчас немножко здесь, я вам покажу, как выглядит студия, потом отправимся к тебе на студию, потому что Капац занимается музыкой, и это реально крутое место, то есть мне самому интересно посмотреть, как выглядит настоящая студия, и я покажу, как выглядит студия вам. Вот, здесь получается первое помещение, здесь всякие награды и так далее. Здесь, кстати, классные вот такие вот типа мансардные окна, которые дают такое теплое освещение. Здесь разные кабинеты, длинный коридор. А это помещение, в котором проходило интервью. Все, сейчас мы отправляемся на студию Капацу, и дальше сразу же из студии отправляюсь на трассу, потому что сегодня начинаю свое путешествие. Спасибо, что вы смотрите «Дурной Том». Приветствую вас на студии Бункер 88. Погнали. Хочу задать вопросы по поводу твоей студии, потому что мы у тебя в студии, я у тебя в гостях, и мне хочется узнать пару вопросов про это прикольное место. Как давно у тебя эта студия? Ну, именно в этом помещении мы буквально 3 года, но самими студийными делами я занимаюсь уже почти 25 лет, 24 делаю музыку. Но студия вот развивается, разрастается. На самом деле мы можем и присесть, если что. Как тебе? Знаешь, что у меня давно было желание, заметил, здесь есть турнтейбл, я хочу попробовать, может быть, что-нибудь сыграть. И если ты сможешь мне поаккомпанировать, то, мне кажется, получилось бы что-то прикольненькое. Конечно, конечно. And now for
my next number, I'd like to return to the classics. Ну все, я вышел из студии капаться, сейчас отправляюсь на автобусную остановку, доеду как можно дальше на трассу и оттуда уже начну стопить. Погода сегодня просто шикарная, чистое небо. Я надеюсь, что такая погода останется на протяжении всего дня. И я с удовольствием и с комфортом доеду до Каунаса. Вот уже моя остановка. Есть два автобуса, которые едут как раз таки до трассы. Это самая дальняя точка Риги. И она это практически то же самое место, с которого я начинал прошлое путешествие, поэтому оно будет немножко знакомо тем, кто уже смотрел за прошлым. Мои автобусы это как раз таки 26-й, 23-й автобусы. Я вдали увидел, что стоят контролеры. Вдали стоят контролеры, получается, билет надо иметь наготове. А вот, кстати, обратная сторона старого города. С этой стороны симпатично смотрится. Здесь уже так себе. А здесь железная дорога, трамвай, контролеры. У меня есть билет. Проезд выглядит... Уже нет. У меня есть проезд. Билет выглядит вот так. Довольно, кстати, красиво выглядит. И сейчас я покажу, как воспользоваться билетом в автобусе. Вот, кстати, место, откуда я начинал свое прошлое путешествие до Австралии. Общественный транспорт в Латвии платный, в Риге точнее. И один билет стоит где-то 1,5 евро. То есть просто билет валидируется, мы сюда ставим. Но я не буду этого делать, потому что я хочу оставить один билет на всякий случай, вдруг я не уеду. Все, мой автобус уезжает, я отправляюсь на трассу. И до встречи в следующей серии.